Привет, друзья! Да, пришло время менять вот этого красавца, которым я пользовался, года 2, по-моему. Его время, к сожалению, пришло. Почему? Сейчас расскажу. Подписывайтесь на канал. Поехали! Это iPhone XS Max. Классный смартфон, который полностью удовлетворяет, в принципе, даже в 2023 году своими функциями. Но не без косяков. Я записывал несколько роликов про все плюсы этого смартфона, и он действительно радует. Но последний год что-то пошло не так. И сегодня я вам расскажу, что именно мне не хватает в айфонах вообще, и на что я хочу поменять его, и почему это не iPhone. В данном смартфоне для среднестатистического пользователя все есть. У него большой экран AMOLED без шима, памяти 64 гигабайта, что хватает прямо тютелька в тютельку с натяжечкой. В нем прекрасная камера, в нем прекрасный звук, прекрасный экран, прекрасное быстродействие даже на сегодняшний день. Он поддерживает последнюю iOS. Он один из лучших по соотношению цена-качество среди айфонов. Да, есть еще iPhone 11, который стоит копейки, но имеет IPS экрана. Здесь все-таки настоящий AMOLED, как и в последних версиях, в принципе. Да, немножко яркости поменьше, есть челочка, но кому она мешала? А меняю я его в основном из-за двух факторов. Первое – это отмена NFC в России. Для меня эта потеря была безвозвратной. Второе – это костыли с установкой программ. Да, их можно установить, да, они у меня в принципе все есть, и банковские приложения, и другие приложения, которые сейчас уже невозможно установить, они все здесь есть. Но переходя и обновляя на другой iPhone, например, мне снова придется столкнуться с этими костылями, с установкой, с копированием через компьютер этих программ себе на компьютер, потом снова установку в новый телефон, вот это все, и они не обновляются. Все, что касается безопасности, это не обновляется в программах, что тоже, мне кажется, минус. Плюс здесь хоть и шикарный экран, но он 60 Гц, а сейчас уже эталоном считается, да и в принципе у всех уже по 120 Гц, хотя бы 90. Менять его снова на iPhone пока не стоит, я думаю. Хотя я использую всю экосистему Apple. У меня есть и часы, и наушники, и MacBook, и iPad. Все это есть. Да, это удобно. Можно перекидывать какие-то файлы, документы, пароли все объединены. Удобно, супер. Но я уже сказал причины. И поменять я его решил на систему Android. Долго выбирал, какой смартфон будет удовлетворять меня по средним характеристикам. И остановился на двух фирмах. Это Pixel и... Да, Pixel считается как эталоном среди Android смартфонов, но его дизайн спорный на любителя. Его экран подвержен шиму, что мне тоже не нравится. Я не хочу думать, как мои глаза будут реагировать на шим. Зачем? Да, у него тоже крутая камера, как и в айфонах, в принципе, даже где-то лучше. Но в совокупности, выбирая, мы смотрим и на дизайн, не только на камеру, и на экран. Это две самые главные штуки для меня, по крайней мере. Потому что я на этот смартфон буду смотреть, я не буду по нему разговаривать, я буду смотреть на его экран, чувствовать его быстродействие, держать его дизайн в руках. И для меня это важно. Поэтому выбор мой пал на Nothing Phone. Первый, потому что второй, он по соотношению цена-качество невыгодный смартфон. А потом я выбирал смартфон, чтобы все-таки временно как-то перейти на что-то другое. Мне хотелось перейти на Android, но хотелось и получить какой-то совершенно новый экспириенс. А обычный Android или голый Android, абсолютно голый, как в Google Pixel, мне показался скучным. А что может быть менее скучным, как дизайн Nothing Phone с его глифами, с его шикарным экраном, большим, кстати, лопатой, с его отсутствием челки, у него есть аккуратная только точка, симметричными краями вокруг экрана, дизайном плоским, с двух сторон стекло, глифы. Это все меня подкупило. Да, у него две камеры, ширик и ультраширик. Здесь у меня есть двойной зум. Пользуюсь, кстати, но не часто. Мне кажется, ширик даже будет для меня теперь интереснее. Ну и что-то новенькое. Что-то новенькое по нескольким причинам. Уникальный дизайн, Android и ультраширик, которого раньше у меня не было. Плюс Nothing Phone поддерживает беспроводную зарядку, а я к ней привык. У меня в каждой комнате есть беспроводная, поэтому мне это было
важным. И, как я уже сказал, NFC. Можно поставить платежную систему, устанавливать программы любые. Это вообще сказка какая-то. Плюс у нее зарядка от USB-C. Да, Apple, у тебя только вот сейчас появилась USB-C для зарядки, а в андроидах это уже, 10 лет. То есть я могу купить, конечно же, Pro Max. Он, естественно, будет круче, он будет быстрее, у него будет лучше камера, у него будет лучше экран, но он и стоит 150 тысяч. А Nothing Phone стоит 30 тысяч. Если бы вся моя жизнь была только в телефоне, я бы, наверное, купил через годик, через два, когда какие-то сервисы к нам вернутся. Но сейчас я уже давно понял, что менять iPhone нужно в несколько лет раз. Потому что только после этого вы получите вау-эффект от нового телефона. Если вы меняете каждый год, если вы меняете через год даже, да, вы кайфанете пару дней от новых функций, но и потом просто успокойтесь и подумайте, в принципе, что я нового получил-то, доплатив немалую сумму. Поэтому перехожу на Nothing Phone, обязательно сниму для вас свои впечатления, потому что обзоров, понятно, полно на него. И надеюсь, будут какие-то открытия от меня и инсайты. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики уже про Nothing Phone, возможно, про сравнение его с iPhone 10s Max, потому что подобного сравнения и обзора я не видел. И подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены и на iPhone, кстати, и на другую технику с AliExpress и Яндекс.Маркета. Впереди много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.